Друзья, у нас новый день, продолжаем ремонт в новострое в однокомнатной квартире. И сегодня у меня был разгрузочный день. Что я имею в виду? Я сегодня разгрузил машину. Жека сегодня выходной, монтирует для вас видео, а я вот выгрузил вот эту плиточку, вот эти двери приехали. Две двери, белые классные доборы. Все это скоро установим. Еще сегодня я залил стяжку под поддон. Вчера мы это все выровняли, вчера все залили. И уже сегодня подровнял я и залил уже, чтобы оно в трап все стекало. Все, это мы закончили. Теперь появилось наконец-то свободное время. Вот для вас уже снимаю лапс, который сейчас дальше покажу. Вот здесь вчера Жека, смотрите, пошпаклевал, оно все сохнет. Это первый слой финишной шпаклевки. Еще будет здесь ровненькая, вот та, которая с большим шпателем, полимерная какая-то шпаклевка КНАФ, которая которая нам очень нравится. Что мы еще сегодня купили, что приехало, это вот такая вот плитка на пол будет везде, в этой комнате, в прихожей и в санузле на полу, и на двух стенах, там где душевая. А вот эта вот плитка будет в душевой на стенах, ой, в душевой, в санузле на стенах. И вот наконец-то у меня появилось время свободное, и сейчас я сделаю автомат и поставлю вот в ту коробку. Давно уже я это все забросил, потому что все не было времени, и вот оно появилось. Ребят, как вы видели, я это все аккуратно снял изоляцию. Это все можно собрать по цвету, там синие в одну сторону, цветные в другую, желтые. А вот эти я все поподписывал. То есть у меня каждый коричневый провод, это будет фаза, и оно все подписано, там это бойлер, это там освещение, коридор. Это все будет идти на различные автоматы. Подвод я пока еще не трогал, обязательно нужно отключить его, а то будет сюрприз, мазафака. Все, продолжаем дальше. Сейчас подключу все вот эти вот 0 у нас синий, это у нас земля. Все это подключу сейчас и дальше уже продолжу с автоматами. Итак, последние новости. Пока током не убило, все хорошо. Даже красиво, я бы сказал. Смотрите, что я сделал. Я взял землю, которая приходит, один из 3 проводочков, вход в квартиру, подсоединил к вот этой вот планке. И все свои, которые у меня провода с землей, вывел вот сюда, вот на эту же планку. Все, у меня остались только синие и коричневые. Это фаза коричневая, это у меня 0. Сейчас это тоже все подключим. Еще я собрал вот такую вот рамку. Вот этот у меня автомат, это подвод. И именно к нему, вот сюда вот сверху, я подведу сейчас вот эти 2 провода. Ну, в общем, вот так вот как-то оно будет. Сейчас пойду отключу свет, вам не буду показывать. Подключу, тогда вам уже покажу, когда будет подключено. Короче, у нас вот такой вот этап работы. Смотрите, на сегодня сделал я список, что нужно сделать и выполнить. И осталось только 2 пункта: гидроизоляция и вынести 2 мешка мусора. Вот я по чуть-чуть мусор выношу. Would you compromise, or would you stand through the storm and roll with the tide? Would you be the one to fight or the one to hide? You can never touch the sky if you don't try to fly. Rocky roads, but we stayed unshakable. Been through it all and we still unbreakable. Ящик, да, насчет ящика я сказал, что сейчас я выключу, переключу. На самом деле нифига у меня не получилось. Почему? Потому что вот здесь вот эта вот накладка и закрывает
стену, а стену еще нужно шпаклевать. Поэтому я жду Женю, пока он придет, это все пошпаклюет. И после этого я уже смогу сделать вот эти все автоматы, сюда вставить, забыть, закрыть, и все будет хорошо. Ребятушки, продолжаем простые движения. Короче, этап такой. Сегодня, как вы видели, я сделал гидроизоляцию в санузле. Не знаю, первый раз это делал кисточкой, шпателем. Короче, вот так вот получилось. Вот этот цвет более темный, это уже высохшее, а это все сырое. Как бы пока нанес один слой, и через 2 часа написано, уже в принципе прошло 2 часа, намазывать еще один. Но, как вы видите, оно еще вообще сырое, поэтому не буду я пока этого делать. Но и на полу я тоже ничего не сделал, потому что вот это все сырое. Да, хорошая новость заключается в чем? В том, что все-таки приедет плиточник, тесть мой, и сделает плитку. Хотя бы там 1 день потратит и хоть что-то сделает за 1 день, потому что он работает, у него все занято, все забито. Единственное, что он может в единственный выходной свой приехать и помочь мне. За что ему большое спасибо. Если он сделает хотя бы санузел, то полы здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь я уже доложил бы легко. Ну как легко? Ну за дня за 3, может, где-то я бы это сделал. А еще балкон, кстати, нужен на полу. Ладненько, все, давайте переместимся в завтра и посмотрим, насколько он приедет у нас и сколько мы вообще за завтра, сколько за завтра он положит плитки. Вот такая будет плитка. Очень много подрезки. Сделали вот 45-й угол. Ну не мы. Один специально обученный человек. В общем, вот так все повырезали. Вот это будет отверстие под вентилятор, принудительная вытяжка. Что еще? Все под инсталляцию обшили под 45. С этой стороны еще не обшили. Здесь сделали гидроизоляцию, как вы видели, я делал. Она тоже все очень долго сохла, ну и наконец-то высохла. Еще нужно сделать гидроизоляцию на полу, там где будет уклон. Ну и доделать плитку. Здесь будет совсем другая плитка, вертикальная, с 2 сторон, под 45 тоже, потому что это будет зона душевой. Короче, я пришел, 2 или 3 недели уже прошло с того момента, когда я сказал, что сейчас выключу, а не выключил, не сделал. Все почему? Потому что стена была не пошпаклевана. Ну, в общем, вот так вот как-то оно будет. Сейчас пойду отключу свет, вам не буду показывать. Подключу, тогда вам уже покажу, когда будет подключено. Я дождался Жени, он пришел, пошпаклевал. То есть много всякой работы здесь еще было сделано. И сегодня, воскресенье, типа выходной, но я пришел, получил удовольствие и сделал автоматы. Давайте я вам покажу, насколько красиво все получилось. Смотрите, у нас вот здесь в одной все-таки поставил я барьер. И вот так вот все красиво получилось. Конечно, не без жертв. Немножко пострадала стена, но вот так вот все сделал. Сейчас надену крышечку, все выровняю здесь. Ну вот так красиво все получилось. Сверху у меня это земля, фаза вся подводится. Подвод у меня сверху, а уходит на автоматы снизу. С каждого автомата УЗО стоит на вот эту группу автоматов. Это у меня освещение, санузел. А это и розетки, санузел, точнее, это стиралка и полотенцесушитель. И еще один автомат, это бойлер. Далее у меня идет, то есть вот это все проходит через УЗО. Если вдруг где-то какое-то замыкание или что-то еще, выключается УЗО. Вот как видите, все оно работает. А следующие автоматы, они идут без УЗО. Это у меня... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно по желанию как бы добавить больше, но там 10 это освещение, 16 амперные у меня на розетки идут и 25 на, как называется, на духовку. Ну вот так вот все красиво получилось.
Настроить нужно еще сам барьер и поставить вот ту крышечку. Смотрите, я поставил уже выключатели, все работает, все подсоединял, бэнг, все работает. Крышечки все поставил, обязательно заизолировал те места, которые очень опасны. То есть это будет вытяжка, а это будет подвод на освещение. Тоже я это все заизолировал, чтобы не было сюрпризов. Кондиционер тоже проверил, заизолировал, чтобы никого током не шлепнуло. Ну и здесь, кстати, лампочка, смотрите, тоже работает. Бэнг. Все уже как бы движется к своему завершению, я надеюсь. Что еще? Плитку вы, наверное, уже видели. И места, смотрите, я сделал под полотенцесушитель. Осталось его только закрепить, но это мы сделаем после того, как затрем все швы. Да, вот здесь розеточка тоже работает. Вот это, кстати, у меня вытяжка. А вот второй, это будет свет на зеркале. Тоже все проверил, все работает. И бойлер тоже нужно скоро будет повесить. Так что вот так вот медленно, но уверенно движемся, и надеюсь, что в ближайшие 2 недели закончим. Единственное, что держит еще, это плитка, которую нужно в этой комнате положить самостоятельно. А я так себе плиточник, через жопный. Лучше электрики, чем плиточник. Ладно, все, ребят. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, может что-то я сделал не так, может вы подскажете и я буду в дальнейшем делать лучше. Всем пока, с вами был Дима и канал Custom Room.